На тракторном заводе я сказал, что я могу линии нарисовать. Мне сказали, будешь художником. Потому что я сразу после армии пришел и в Светлогорске работал. Поэтому я устроился там художником-оформителем. Сперва площадку под завод рубил топором. Потом это все было там и рабочий, и это. Скажем, 84-й, 86-й год. Событие такое важное для всей Беларуси и для нас. 86-й год. Вот он нас столкнул с места. Тут как не запомнится. Но еще у жонки день рождения 26 апреля. Получилось так, что мы отмечали 86-й год, в ресторане сидели. Тут немцы Лавсан строили завод, у них своя компания, они тоже не знали ничего этого. Потом, когда на работу вышли, немцы в одну сторону, я посмотрел, батька мне тоже говорит, что тут делать? Бери чемодан и к теще мотай. Это уж тут... Теща у меня тоже ее жизнь потаскала. Война, и она сразу после войны с Парич уехала в Каменск-Уральск, Свердловская область. И мы взяли чемодан по совету батьки, потому что события развивались так, что никто ничего не знал, как это все обернется. Ну, май месяц 86 года. Я уволился 15 марта, а мы только еще год были женаты. Мы собрались, приехали туда. Ну, я год пожил, посмотрел, что это не мое. Ну, климат, это, ну, как-то вот сразу отличается. Уральская жизнь суровая. Что я уехал от Чернобыля, там своя Белоярская станция была, Челябинская еще авария была, там еще чего-то. О, там столько... Вот эпизод. Прихожу с армии, это еще наверное, до перестройки. 84 год, это что? Им дай-ка я вырежу шкатулку и съезжу в город Бобруйск со Светлогорска и продам ее. Так вот уж нетушки. Надо быть инвалидом такой-то степени, чтобы получить патент, чтобы сделать какую-то шкатулку, чтобы продать. Вот разница. 84 год. И меня менты там гоняли, как собаку. Хорошо, что там попался, сказал, иди-ка отсюда, больше не появляйся. Ну, а потом уже 87-й, наверное, уже кооперативы начались. Когда они там начались? И там уже за это тебя по башке не били и давали. И бери, вырезай, и езди, и продавай. ГКЧП. Это все. Я же «Радио Свобода» слушал без перерыва. Фактически. «Радио Свобода». Ну, я считал, ясное дело, что это надо как-то их придушить. Прямым текстом. Это то же самое сейчас, такие же эмоции у меня с украинскими событиями. И иногда задаешь вопрос тоже с соседями, вот так разговариваешь. Такое ощущение, что вот этого всего не помнят. Такие вот события. Тут вспоминаешь и думаешь, как этого не видеть? Тут же параллели можно проводить. Такие. Если чисто вот смотреть, ну, материально она тянет за собой и комфорт. Я дом купил. Ну, нельзя было иметь... Если законодательство посмотреть, то если бы я получил бы квартиру, то есть вот я стою на очереди на квартиру и купил дом, то меня с очереди с квартиры снимут. А уже в 91 году ты мог иметь дом в деревне и квартиру получить. С женой ездили в Москву. Ну, это короткий период был такой, года, наверное, 3. Года 3. Потом я опять к творчеству вернулся. Приезжаю в Москву, и во время вернисажа опять дождь. Суббота, воскресенье. Дождь, ничего. Понимаю, что уезжать с ничего не надо. И вот так продолжалось 40 дней. И 40 дней в машине спать. Ну, как вот это воспринимать? Это... трудность или что это? Давайте смешно расскажу. Как в таких условиях помыть ноги? Пошел, купил резиновые сапоги, туда влил воды, шампуни, и с этими ногами прошелся по набережной взад-вперед и отмылись. Да ничего не сгубило.
так вот сейчас вспоминаю, думаю, с сегодняшней позиции, может, тогда что-то и думал про это. Ну, я себя чувствовал нормально в этом обстановке. Вот заработал, когда мы стали с женой шить костюмы, и встречаемся со знакомым, с одним, который там на заводе работал. Чем, говорит, занимаешься? Да, говорю, съездил в Подольск, начал вот костюмы шить, на Лужники вожу. А как у тебя дела? Я говорю, ну, вот так, нормально. Машину, говорю, взял. А какую? Я говорю, БМВ. Как от ментов убегали. И от белорусских, и от московских, и это самое, чтобы провести, вы не представляете, метро не пускают, это не в поезде, чтобы доехать. Приезжаешь на Урал, тебя тоже менты. Посадка в поезд тоже менты. Тем давай. Это же сумками в поезда не пускать. Милиция белорусская стала сумки отбирать. А потом этот завод Лавсан стал, потому что некуда продукцию девать. Потому что меня задерживали. У батьки вообще, сестра тоже шила, батьку там в жлобине схватили, сумки отобрали у него. В общем, такое было. Но я так считаю, что этот период был как учеба жизни такая вот. Потому что много опыта было, набирался. Сейчас думаешь, да нормально, вот это смог делать, это смог делать. Ну, опыт жизни такой. Поэтому сказать так вот, что вот не скажешь однозначно, что плохо или хорошо. Молодые были, про будущее как-то думать было. Ну, как-то так, не сильно задумывались. Как там говорят, о, как-то на пенсию заработаешь. Я говорю, до пенсии потом, может, и не будет. Потом на эту пенсию жить еще. Ну вот, скажем так, чтобы... Я даже сейчас своей дочке так вот объясняю, как у меня были события такие. Я работаю параллельно на работе, занимаюсь своей там должностью, получаю свои 120 рублей. Вечером или там немножко на работе картину пишу. И смотрю, что у меня параллельно уже получается жить без государства. Но меня держало только то, что квартиру получить надо. Я как получил квартиру, я через месяц уволился. Я чувствовал, что я могу отпочковаться от государства. События развала Советского Союза. Развалился, да и бог с ним. Многие там плачут. Я вижу, что это очень важное событие. Для меня лично научился работать без, ну, скажем так, не государства, не на кого-то, а сам. У меня запечатлелась положительная вещь. Потому что были отрицательные какие-то, но вспомнить их так вот, значит, они, наверное, не важные. Потому что что-то неважное, оно не запоминается. Я потихоньку там и дом строил, и сам никого не нанимавший, и детей вырастил. Одна мне университет закончила, вторая тоже университет младшая закончила в Польше. Это институт культуры закончила. Тоже как-то вроде бы на самостоятельный путь их поставил. С женой вроде нормально все. Ну, а что тут еще надо?